Self Omnibus. Я Александрил, и сегодня я продолжаю играть в Outer Wilds. Ну, почему-то не всегда срабатывает, когда нажимаю 1 FPS. Офигенно, чё. В общем, я не удержался. И второй раз за день стрим запустил. Что ж, а перед началом я, наверное, точно вспомнил. Посоветую вам ускорить видео на 25%. Э, м. В принципе, я еще вообще ускоряю. Там есть конкретно на Ютубе на компьютере. Можно самому скорость настраивать, прям ползунок. И я выявил, что на 0,3. Ну давай проснулся, я уже нажимал. Что-то говорю, что-то не с первого раза. Может, я... А, вот ты где, что-то смотрю сюда, нет его. Так вот, я выяснил, что на 3, типа, десятых вообще идеально. То есть больше уже слишком быстро. Но вот 25-30 вот процентов. Вот это вообще идеально. Так что такой вот совет ускорить видео. Кстати, это видео выйдет завтра в 6 утра. Шахта на мае. Вот. Поэтому я и советую переходить на Trovo, во-первых, помимо того, что там запись на 7 дней остается. Помимо этого, еще и видео вживую можно будет иногда смотреть. Расписания пока как такового нету, к сожалению, да? Я пытался составлять расписание, пытался ровно в 6 вечера всегда снимать. Но вот такая вот фигня, как сбитый режим сна, все планы меняет. Да. Ну, не получается мне один режим сна почему-то сохранить. Собственно говоря, да. Этот серый, потому что я на него еще не приземлялся. Я мимо пролетал, но не приземлялся, поэтому он серый. Квантовая луна тоже серая, потому что я на нее не приземлялся, но чувствую, даже если приземлюсь, она все равно серая останется. Да. Вот. Для центрального зала в ядре часа пепла была создана невероятно толстая обшивка. На кватере часе пепла стоит несколько больших башен на мае. Здесь почему-то только 3, или она как-то странно здесь расположена 4. Так. Здесь еще есть что исследовать. Ну, естественно, есть что исследовать. Но уже не сейчас. Что сейчас было? Так. Шахты на мае. На мае добывали здесь руду, чтобы создать обшивку, которая защитит зал в ядре часа пепла. Когда обшивка была готова, на мае убедились, что в ней нет отверстий и трещин. На мае обнаружили в водоемах недалеко от шахты четырехглазых земноводных. Собственно, да, вот тут вот такая вещь, что вроде с одной стороны они жили жесть как не знаю когда мы еще наша раз, так сказать, пешком, так сказать, бегала из воды на землю. На четырех лапах, да, вот. А с другой стороны, зонд запущен. И я все еще
Ну да, хотя все остальное это в основном разрушено уже. Вот фиг поймешь. Вроде как действительно древняя цивилизация, которая давно погибла. С другой стороны, часть оборудования все еще работает, в частности, собственно говоря, пусковая установка, которая разрушается каждый раз, как я просыпаюсь. Чё да? Так. Что-нибудь еще? Шахта А, наверное, как раз вот это. Вот оно чё. Ну-ка. Так. Ам. Да что ж такое-то? Никак прокашляться не могу. Вот, наверное, шахта А, да, которая была у них записана. Ну-ка. Ну, я не на ту кнопку нажал. Ну, типа, это единственная здесь пещера. И я так предполагаю, что, возможно, эта пещера принадлежит им. Хотя тут как бы вообще ничего не указывает на то, что эта пещера им принадлежит. Все поставлено конкретно наше. На деревьях. И несколько железяк. Так что шанс, так сказать, 50 на 50. Но других пещер я, по крайней мере, здесь вообще не вижу. Ну я уж понял. Ну что ж. Вроде бы. Здесь я обследовал все. И на этой планете больше, вроде бы, повторюсь, ничего нового нету. То есть больше пещер технически я здесь не вижу. Вообще технически... Да что ж такое-то? В общем, так. Я сейчас приземлюсь. Ой. Дай приземляюсь. Сейчас паузу нажму и... Так, не вернулся. В принципе. Наверное, ладно, фиг с ним. Все-таки в кузницу нам надо сходить. Почему бы нет? Если еще планету эту найду. Где-то там. Сначала эту кузницу. Нет. Фиг с ним. Короче. Новый план. Не знаю, вроде как мог прокашлялся. Все равно такое ощущение, что что-то застревает. Блин, и душно мне, ужас. Еще вентилятор поближе поставлю. Так, иди сюда. Иди сюда. Ты иди сюда, молодец. Угу. Так.
Как-нибудь вот так будем на него смотреть. И нужно дождаться. Все уж обследовать не будем. Сейчас конкретно сначала сходим туда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, ты чё? Почему ты на меня летишь, не понимаю. Мне каждый раз так что придется делать. Скорость отнесена, скорость отнесена. В общем, я жду, пока здесь эти башни, собственно говоря, покажутся. Когда весь этот песок стечет туда. Да, блин. Собственно говоря, показалось солнце. Короче, мне надоело это делать. Пускай уходит. Так, ну, по крайней мере, солнце, песочные часы показались. Начала показываться земля, ну, камелек точнее. Не, ну действительно, да, удобнее называть земля и луна, чем камелек и террикон. Но все-таки. Да, ждать еще долго. Я как понимаю, времени у нас будет очень мало. Побегать там, посмотреть, поэтому сейчас сначала просто побегаем там, просмотримся, что там вообще есть. А уже потом поднимем кузню и придем в кузню. А уже потом можно будет начать обследовать, как его называют, пучину гиганта. Да, все не стоит на месте. Типа. Солнце, наверное, только стоит на месте. Хоть скорость и говорит, что соотнесена, я все равно вращаюсь. А еще солнце меня притягивает к себе. Тихо, 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 тихо. Ты куда? Нет. Нет, оттолкни меня. Да, солнце все равно меня к себе притягивает. Очень сильно прям притягивает к себе. Отстань от меня. Мне в другое место надо. Не, давай, пускай этот автопилот сам все делает. Главное, надеюсь, солнце не врежется. Ну или врежется. Да, скорее всего, в солнце врежется. Ты же врежешься в солнце, тупой автопилот? Конечно, врежешься. Да, автопилот? Да, автопилот? Врежешься в солнце. Вот я очень верю в автопилот. Давай, врезайся в солнце. Молодец.
Да. Так частенько бывает. На самом деле. Жесть. Короче, есть такой прикол. Есть такой прикол. Я посплю. И из-за этого время течет быстрее. А. И у меня 9 FPS. Офигеть, не встать 8, да, или... Или ровно 9 все время. 6, 9, да. Чё, почему FPS такой маленький, когда я сплю? Странно, давай задремать. С каких пор эта игра требовательной стала? А FPS-то опускается прям до 9, офигеть. А чё не так? Понимаешь, что, конечно, все быстрее движется, но не настолько, чтобы FPS мои сажать. Очень странно. Неужели все из-за жары этой жаркой? Сейчас же уже лето, считай. Что там у нас? Апрель 21. Ну, я сейчас минут 5. Ну, где-то до 4, короче, минут. Дождусь, если дождусь. Если FPS... Короче, да, FPS. В общем... Да что-то такое, не знаю, что-то прям кашель на меня напал. С утра вроде нормально все было, а сейчас опять. Давай проснусь, чё. Потому что уже не могу это терпеть. В принципе, я из земли могу посмотреть. На самом-то деле. Ну, не конкретно сейчас. Ладно. А, в принципе, кстати говоря, ну-ка. Да, 3 первые башни вон показались вроде как. Продолжаем, так сказать, на чем остановились. До того, как автопилот завел меня в солнце. Да уж, навигаторы, что в жизни, что в игре, так себе заводят, фиг знает куда. О, я так близко, так что... О, недалеко от земли, поэтому почему бы не долететь. Это что, контрол на что? Так. Ага, ага, ага. Ну все, 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 соотносись. Да. В принципе, можно его так сделать. Вот так вот.
Где-нибудь вот здесь посадить его. И ждать. Так, это... Это у нас земля, да? Блин, точно, я знаю, что сейчас делаю. Наверное... помечу, чтобы видеть, с какой стороны. Не могу, да? Вот так могу сделать, если я выйду. Не вижу все равно. Ладно. Вы... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, как выйти? Как выйти? Ага. Вроде далеко, ладно. Угу. Потому что быть засыпанным тоннами песка — это мгновенная смерть. Жесть просто. Я говорю, в это самому нужно играть. Нервишки так шалят. Да, на видео вообще все не то. Я тоже бывает видео смотрю, там кто-то говорит, типа, ого, какие непередаваемые ощущения. Такой, да ничего подобного. Не так, типа, страшно, что-то такое на видео. В это самому нужно играть, чтобы всю атмосферу, так сказать, прочувствовать. А еще я, наверное, хочу здесь осмотреться. Здесь ничего нет нового. Внутри вроде тоже, да, нет ничего нового. Вниз тут здесь никуда нельзя. Все, тогда пошли дальше. Вот так. Вот здесь я, пожалуй, задержусь и прочитаю, что здесь написано. Шалфеймиля, принимаю первую поставку гиперядро прямо из кузницы черной дыры. Черная дыра. Росток прямо сейчас устанавливает сестринское ядро на пустотной сфере. Спасибо, Шалфей, мы теперь начнем проект «Час пепла». Я бы посидела тут, пока ты не вернешься, но кузница и моя работа не ждет. Я скоро вернусь с новыми материалами. Должен признать, мне интересно, что вы с Лаккой обнаружили на станции Белая Дыра. Можно ли мне навестить вас там? Это было очень хорошо. Станция Белая Дыра является собой модель для башен проекта «Час пепла», а потому тебе было бы вдвойне интересно посмотреть на нее. Честно говоря, я бы хотел, чтобы станцию Белая Дыра показал мне именно ты, Шалфей. Я буду рад рассказать тебе обо всех наших открытиях. Милля, перестань использовать эту стену для флирта с моей сестрой. Намётики доходят до нее хуже, чем свет до дна океана. И лети уже к ней на станцию Белая Дыра. Кто-то на улице стучит, я даже через наушники это слышу. Надеюсь, вам будет не слышно это. Сначала дождусь, пока песок уйдет, мало ли там что-нибудь долежит. Так. Ну, вроде здесь пока это нету.
Мне больше интересно, есть ли здесь потолок. Да, фух. Здесь хотя бы потолок есть. Уже хоть не унесет. Так, а здесь? А здесь ничего нет. Ну что ж, телепортируемся. Ну, не сейчас конкретно. А когда... Сейчас, да, давай телепортируй, быстрее, телепортируй! Телепортируй! Не, хоть, конечно, не должен. Во! О, успел, шикарно. Все, фух. Так. Конечно, не должно было унести, но все равно как-то не очень охота проверять. Тихо, тихо, успокойся. Так. Да. Опять на секунду раньше. Статус обратного гиперпрыжка доступен. Чтобы вернуться, встаньте на платформу гиперприемника. Ну да, теперь я и обратно могу тпшиться. Кузница, черная дыра. И, собственно говоря, здесь кузня будет. Надо лишь опустить ее. Ну, в следующий раз. Типа... Я здесь не упаду. На, там ничего нет, окей. Ага. А, нет. Наверное, из кузницы надо будет это принести. Фух. Я думал, там вверх полечу. Ну, как бы мы уже, потому что на потолке, и нас притягивает неведомая сила. Если я чуть туда сдвинусь, я упаду. Дерево, растущее вниз. И листья, смотрящие вверх. Так, ладно. Теперь пошлите здесь пройдемся. Так, я боюсь, конечно, прыгать здесь. Там ничего нету, да? Ей-ей-ей, фу-фу-фу, тихо, тихо, тихо. Тихо. Кузница, черная дыра. Ну, там обломки, окей. Там все сломано, здесь все сломано. Вот. Так, а здесь у нас получается выход на поверхность. И больше здесь нет ничего интересного. Там вроде пройти никуда нельзя. И мы в этот выход уже видели. К сожалению, обратно здесь завалено. Да, висячий город вниз. И баллон топлива. Шикарно. Это телепорт с белой дыры. И, как понимаю, в обратную сторону он не работает. Не, в принципе... Да чё ты не прыгаешь опять? Нам ничего не мешает сходить на эту белую дыру. Вроде очень просто, да? Вместе с вот этими материками прыгаешь туда. И умираешь. Они просто втаптывают себя со всей силы. Не, ну то есть, если ты телепортируешься вместе, вас телепортируют отдельно. Если вы телепортируетесь отдельно, вас телепортируют вместе и убивает тебя нафиг. Да-да-да-да. Ну что ж, по крайней мере, у меня теперь будет время сгонзать и включить подъемник
кузнице. Кстати, я на самом деле никогда не интересовался, но может здесь есть моды? Ага. Да вон он вход. Все, может дальше меня не вести. Вот сюда меня привези. Да на самом деле тут быстрее будет упасть. Ага. И вот уже кузня. Сейчас мы ее поднимаем. Не знаю, зачем мне нужно опускать, чтобы это поднимать. Но да, теперь можно спокойно бежать обратно. Выпусти меня. Вопрос, там что-то есть, нет? Или это просто такая камень, как фундамент типа? Ну. Ай. Ну ты куда? Давай уже выходи. Да чтоб тебя. Из-за наклона, блин. Давай выходи. Где выход? А, вот он. Ага, вот теперь мне можно на час пепла лететь, да? А знаете что, я, пожалуй, залечу все-таки. О, чужак. Близко, наверное, пролетел. Тихо, 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 тихо. Куда-нибудь сюда приземлись. Ага, шикарно. На барабанах. Он же там на барабанах, да, играет? Ну-ка. Это кремень, да. Зачем ему такой шлем странный? Ну да ладно, может у него здесь еще и... Еще что-то есть. Ну, помимо этого. Ладно, давай с ним поговорим.
О, это ты, привет. Стало быть, первый полет прошел удачно? Добро пожаловать на песочные часы. Берегись песка. Ровик д- Роговик давно говорит, что надо обновить наши звездные карты. Этим я и занимаюсь. Тут одно из лучших мест для наблюдения за небесными телами в нашей Солнечной системе. Представляешь, сегодня появились сразу две сверхновые, при том, что и одну не каждый день увидишь. Поглядывай иногда на небо, может и тебе повезет. Как понять, что я вижу сверхновую? Если смотреть невооруженным глазом, сверхновые выглядят как очень яркие звезды. Через сигналоскоп видно, что на самом деле это мощные взрывы. А большие звезды превращаются в сверхновые, когда их жизненный цикл подходит к концу. Поэтому так странно, что сегодня их было сразу две. Может, некоторые звезды старше, чем мы думали? Ну, например, наша, да? Какую задачу ты выполняешь? Наношу звезды. Наношу звездную карту. Роговик говорит, что наши звездные карты устарели и надо их обновить. Мне иногда кажется, что никому, кроме меня, не интересны научные исследования. Только не говори остальным. А Роговик точно будет протестовать. Вот уж кто больше всех пытается верить в обратное. Куда тут можно пойти? Честно говоря, я все время сижу тут, не хочу хвастаться, но я неплохо управляюсь с маленьким разведчиком. Так что могу делать фотографии, не покидая лагеря. Нифига себе. А что столько? В южном полушарии часа угля лежит обломки корабля, от которых поднимается яркий луч света. Как ни странно, это не наши разбились. Это корабль на Майе. Руины на Майе разбросаны по всем песочным часам. Но тут нет ни одного поселения. Если бы было, мой маленький разведчик давно бы его сфотографировал. Где же на Майе тогда жили? Точно не на поверхности, может в пещерах? На часе угля их куча. Этот большой песочный водопад опасен? Ну, естественно. По шкале от 1 до смерти. Баллов 7-8. Зато какая красота. Да тебя тупо засыпет виском. Те кранты. Не мгновенная, конечно, смерть. Например, та же радиация была где-то на 8-9, а вот солнце на все 10, да? На всю смерть. До смерти же от одного. Зато какая красота. Сейчас песок падает с часа пепла на час угля, но рано или поздно он потечет назад. Мы не знаем, почему песок перемещается, но похоже, это какой-то природный феномен. Если хочешь увидеть кое-что интересное, загляни на другой час, когда там будет меньше песка. Обещаю, не разочаруешься. Спасибо, что сказал. Никогда бы до этого не догадался. Ну, возможно, кто-то просто первым делом сюда летит и не знает, что песка там становится меньше. Ну, логично, да, что когда ты не смотришь, летаешь по всем планетам, не видишь, что здесь песок высыпается. Когда прилетаешь, ты прилетаешь рано и думаешь, что так должна выглядеть планета-то. И там типа ничего нет. Потом он говорит, а песка становится меньше. Такой, правда, видишь, действительно песка становится меньше. Потом ждешь, пока песок уменьшится. Хочу рассказать, что мне встретилось. Хочу обсудить твои заметки о главном кратере Террикона. Кто-то их прочитал? И как они полезны? Планета, которой там написано, могла быть полностью или частично замерзшей, как пучина гиганта. Только холоднее. Трудно сказать, эта планета была пятой в нашей Солнечной системе. Легко заметить, что сейчас ее там нет. Вместо нее, как бы сказать, вырос черный терновник. Офигеть! Вот в чем был прикол. То есть сначала это была просто куча льда. Потом откуда-то из далекого космоса прилетело семя. Попало в середину, получается, этого льда и проросло.
разбив планету на части. И потом эта семечко прилетела к нам на камелек. И, возможно, сделает то же самое. Это не метафора. Черный терновник появился где-то в глубинах пятой планеты и уничтожил ее изнутри. Осколки этой планеты разлетелись по всему космосу. Некоторые из них столкнулись с другими небесными телами в нашей Солнечной системе. Я считаю, что именно такой осколок создал самый большой кратер на Терриконе. О, это ты, привет, стал быть, первый полет прошел удачно. У меня к тебе вопрос, что делаешь? Когда выгодно говорит, что обновить наш... А про эти записи в этой пустыне? Или кто их написал вообще? Разве не он? Стой, как тебя, говоришь, зовут? Береги подожди, ну, сколько раз приходилось выкапываться из него, да, и поверить совсем не весело. Кремень. Ну, кремень же там записку написал. Нет? А кто? Возможно... Возможно. Габра? Не знаю. Или кто вообще квантовую луну исследует? В принципе. Сейчас главное не попасть под песок, да. Где у нас вообще Террикон-то? Ой, камелек. Вон он. Я бы, конечно, и автопилот поставил, но что-то как-то не очень доверяю ему. Но в любом случае вязать, пока песок там рассыпется. Собственно говоря, кстати... ну это... Здесь приблизить нельзя. Воу-в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 оу. Куда нам надо-то? Вот туда нам, кажется, надо, да? Ну-ка. Все, тихо. Он фиг с ним пойдет. Вот здесь кто нам записки оставил? Вот это. Кремень, да? Кремень. И тот был кремень, да? Или я вообще сейчас у меня в мозгах каша, я путаю. Ну-ка. Сейчас, секунду, я посмотрю на этот. На свою запись. Да, наверное, сейчас остановить надо запись. Да-да, кремень. Здесь кремень и там кремень. Только... Не пойму, что с записками. Так, здесь вроде ничего больше нет. Вот. В глуши лесной.
Тишь и покой. Это направо. Среди стволов всегда темно. Это налево. К чему это? Кто это написал? Как узнать? Так, стоп. Мне показалось, или где-то здесь пещера была, нет? Ай-яй-яй. Типа... А! Теперь эти налево, эти направо. Всегда темно. Среди стволов. Тише покой. В глуши лесной. Что? В глуши лесной. Тише покой. Среди стволов. Всегда темно. В глуши лесной. Всегда темно. Тише покой среди стволов. В глуши лесной. Среди стволов. Тише покой. Всегда темно. Нет. В глуши лесной. Всегда темно. Среди стволов. Тише покой. Так, нет, стоп. В глуши лесной. Всегда темно. Тише покой. Среди стволов. Или стой. Среди глуши лесной среди стволов. Вот. В глуши лесной среди стволов. Тише покой. Всегда темно. Не-не-не-не-не. Вот так. Раз, два, три, четыре. Ну-ка. В глуши лесной. Среди стволов. Всегда темно. Тишь и покой. Какие еще варианты есть? Ну-ка. Всегда темно, тише покой, в глуши лесной, среди стволов. Может, какая-то нумерация есть? Я типа должен правильно как-то их... Ну, то есть, смотрите. Есть, получается, два знака. Вот. Кажется, я понял. Среди стволов всегда темно. Тише покой, в глуши лесной. Вот оно как. Только... Да, получается, среди стволов всегда темно. Только, наверное, вот так нужно. Тише покой, в глуши лесной. Среди стволов всегда темно. Где у нас там? Вот, наверное. Да-да-да-да-да. Ну-ка. Нет. Не так. Вот. Вот теперь должно быть правильно. Среди стволов всегда темно. Тише покой, в глуши лесной. Ну это да, это точно Габру написал. Ну, по крайней мере, я правильно расставил, да? Ну, либо так, либо так. Либо вот эти две поменять. Это сюда, это сюда. То есть, смотрите.
Эм, Одни указывают, получается, налево туда. Вон туда, да? Другие же указывают направо. К тому камню, возможно. Ну-ка. Или к чему там? На что там еще можно указывать? Ну-ка. Где? Где свет не вижу? Ага. Да, я, в общем, хочу еще поэкспериментировать, чтобы это сверху было. Да. Без стволов, глуши лесной. Тише покой, всегда темно. Ну, это навряд ли так. Стой. Где? Ну-ка, я хочу, чтобы... Вот! Тишь и покой. В глуши лесной. Всегда темно среди стволов. Ну, либо так. Либо так, либо так. В общем, все, мне надоело. Я как хотел поставил. Что? Вы не должны так телепортироваться. 50% топлива осталось. В общем, я набегался, да. Ну, в общем, плюс-минус схему понял, ладно. Тише покой в глуши лесной. Всегда темно среди стволов. Что ж. Когда у меня теперь, да, получается, вопросы к Габро? Это что, белая дыра, что ли? Что ж, полетели к Габро. А, 100... Блин, нет, не то. Я и забыл совсем. Станция Белая дыра служила образцом представителей башен для проекта Час Пепла. Понял? Шикарно. Спасательная капсула. Кремень говорит, что обломки корабля на моем южном полушарии угля час спускает в небо луч света. Ну, я заметил. Кремень наблюдает за небесными телами Северного полюса частного угля. Кремень говорит, что в последнее время возникло очень много сверхновых. Кремень считает, что аномалии жили под землей, поскольку на поверхности нет руин. Ну да, что-то любят они жить под землей. Так. Так. Дома создавали гиперядро в кузнице черная дыра и доставляли их на час пепла. Звездолет гиперядро залез, сломался, когда он попал в черный терновник. Это я не посмотрел, что ли? Ну ладно, мне срочно тогда нужно. Там уже все, наверное, давно пересыпалось. Да-да-да. Срочно лететь. Я что-то прям зачитался и забыл совсем. Где, куда мне нужно? О, вот. О, к счастью, недалеко. Так, да, час пепла. Мне туда и надо. Блин, не успел, да? Да, сейчас уже все взрываться будет. Ладно. Ну и ладно тогда в следующей серии. Какой серии? В следующей жизни. Грубо говоря, да. Поскольку осталось не так много, я могу, наверное, с ним поговорить. Что-то типа... а ты заметил, что наша солнце наша звезда сейчас взорвется? Ну, смотри, какая она красная.
Он такой, да, ну давай посидим здесь последние мгновения наших жизней. О, ты снова тут. Скажи, не замечаешь в звездах ничего странного? Что-то с ними, как бы это сказать, неправильно. Сколько было уже сверхновых? 10? 12? Точно двузначное число. И это как бы ненормально. Совсем ненормально. Нет желания болтать, ничего страшного. Если захочешь чем-нибудь говорить, обязательно приходи. Я еще тут долго буду изучать звезды. Ну да, еще не до конца, но сейчас, наверное, будет взрываться. Может, музыка просто раньше времени играла. И да, в общем, то есть, вот, можно увидеть, что действительно он что-то взрывается постоянно. И он тут уже их насчитался. О, даже желтые взрываются. Хотя вроде не должны. А, ну типа говорит, очень яркий взрывается. Так, стоп, что сейчас было? Это же сейчас красный, это было. А, или это просто песчинки. А ты типа такой не замечаешь. Ну-ка. Ну, технически, песок еще не весь высыпался, да? Да, песок, в принципе, еще сыпется. Пересыпается, так что время немного у нас есть. Вроде она начнет взрываться, как только песок закончится. То квантовый волну здесь видели, теперь и там. Да и это, да, тоже не вся разрушилась. Звезды, они все умирают, иначе бы не было столько сверхновых. Мы следующие, понимаешь? Нас от солнца, клянусь камняком, мы следующие. Хочу рассказать, что мне встретилось. В каком смысле мы следующие? И мы, и вся наша система звезды умирают одна за другой. Почему нам выпало родиться в преддверии конца вселенной? А наше солнце, звездные карты? Что меня дернуло их обновлять? Можно было жить в счастливом неведении, но нет. Надо было обновить карты. Вечно суюсь туда, куда не стоит. Теперь наше солнце, оно... Мне что-то нехорошо. Я хочу побыть в одиночестве. Да, смотрите. Так, все присыпалось, как у меня. Нет, еще не все. Бля, все песком заполняется. Как понимаете, обратно этот песок не посыпется уже. Он говорит, через какое-то время песок начнет сыпаться обратно. Нет, не начнет. Вот как это делается. Ну, вроде не так много осталось. Где-то, в общем, под землей еще один квантовый источник есть. Сейчас вот так, мышкой веду. Придется вести мышкой постоянно вправо, чтобы смотреть на это. В общем, мы должны вот этого дождаться пока. Сейчас все досыпется, так сказать. Да, и солнце взорвется скоро. Ну-ка. Да, смотрите, какой краснючий. Должно скоро взорваться. Ну-ка, 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 ну-ка.
Во-во-во, досыпайся давай. Все, досыпалось, да? Ну-ка, что-нибудь скажешь? Почему звезды умирают? Не знаю, наверное, они старые, старше, чем мы думали, поэтому они просто берут и умирают. И что с того, какая разница? Никакой теперь уж никакой разницы. Мои исследования, моя работа, все канет в небытие. В небытие, понимаешь? Какую задачу ты выполняешь? Звезды, карты, это все. Так, ну-ка. Все из-за них. Можно было жить в счастливом неведении, но нет. Надо было обновить карты. Вечно суюсь туда, куда не стоит. Теперь наше солнце, оно... Между одних. Хорошо, я побуду в одиночестве. Так. Куда можно, может быть... Куда можно пойти? Куда пойти всем нам? Ты что, не понимаешь, что можно уже никуда не идти? Зачем вообще эти разговоры? Какая теперь разница? Теперь уже нет никакой разницы. Солнце наверняка взорвется еще до того, как ты хоть куда-нибудь дойдешь. Я и мои исследования, моя работа, все канет в небытие. Небытие, понимаешь? Этот большой песочный водопад опасен. Ерунда по сравнению с тем, что станет с нашей Солнечной системой. Действительно. Раньше ты другое говорил. Мне что-то нехорошо. Я хочу побыть в одиночестве, до сих пор не верится. Просто хотелось поздороваться. Поверить не могу. Просто не могу в это поверить. Не могу и не хочу. Не хочу в это верить. Это орбитальная фигня на орбите, которая была у нее там, сдох только что, как понимаю. Прикольно. Все еще не хочешь поговорить? Тут чуть-чуть осталось, ну-ка. Надо же, а у меня тоже интересное открытие. В основном они связаны с тем, что наше солнце вот-вот взорвется. Зачем вообще эти разговоры? Какая тебе разница? Теперь уже нет никакой разницы, он скоро станет сверхновой. Я им исследование, моя работа, все канет в небытие. В небытие, понимаешь? Ты чё такой паникер? Вон, учись у Габру, ему все равно. Он там развалился на своем лежаке. И спокойно умирает. Чё паниковать? А, ну ты же первый раз, да, умираешь? Причем ты умираешь каждый раз первый. О, только что еще одно солнце взорвалось. Скоро взрывается наше, представляешь? О, вот и музыка заиграла. О, привет. Присядь ненадолго. Давай посидим и посмотрим, как умирают звезды. Если что, мы во временной петле никто не умрет по-настоящему. Прекрасная мысль. Ты так себя утешает? Помогает? Временная петля, говоришь, хорошая идея. Действительно. Борт журнала обновлял. Так, как мне? Ага. Ладно, не пережарить много. Съесть. Заменить. Ну-ка дай-ка я на солнце пожарю. Ну-ка, солнце, давай ко мне. Пожарь маршмеллоу, ну-ка. Слушай, ядерный взрыв, пожарь-ка мне, пожалуйста, маршмеллоу. А то есть хочу. Во-во, да-да-да.
О. Потушить! Кто в меня, говорит, потушил, да? Солнце действительно маршмеллоу подожгло, лол. Забавно. Борт журнал обновлен. По крайней мере, теперь я в этом точно убедился, да, что наше солнце взрывается. До этого же прям не было понятно. Так. Что у нас получается? Сначала мы идем... Так. Пучина гиганта. Где бы она ни была. Вот она. А вот тут могу спокойно включить автопилот. Уверен, сейчас он в солнце не врежется. Блин, за этой игры прям время пролетает. Незаметно. Где там Габра? Где-то там. Под нами или где-то с другой стороны? Ага. Где-то вот здесь. Блин, не так делаю, вот. Вот как-то так мне нужно делать. Вот так, да. Ай. Здорово, Габра. Несколько петель назад смерть унес меня. Унес мой остров в космос. Это была неприятная смерть. Хочу рассказать, что мне встретилось. Ну-ка, ну-ка, что там у тебя? Я знаю, что случилось с орбитальной зондовой пушкой. Я хочу поговорить о твоем квантовом стихотворении. Вот. О том, что в лесу, помни ее. Забавная, правда? Оно может превратиться в 24 разных стихотворения. Вон оно чё. Да, типа оно же меняется постоянно. А почему в 24? Вопрос. Он прям посчитал, что ли, или... Ну, типа, это научно доказанный факт, или просто... Типа, допустим, я знаю, что если из 3 слов порядок в порядке, да, может быть сколько? Сейчас давай посчитаем. Блин, как это посчитать-то? Сейчас. На калькуляторе. Ну, не совсем на калькуляторе. Сейчас, короче, вот так. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Их получается 6. В порядке всего 6 цифр. Получается 3 цифры. 3 цифры. Каждая цифра может быть в любом из 3. И нет, или из 2. Что-то... Ну, не знаешь. Вот 6, короче. Если 3 цифры, или 3 слова, допустим, 3 предложения,
то их порядок может быть разный в 6 вариантах, так сказать. Но если становится их уже 4 слова, по-моему, это уже намного больше, чем 24. По-моему, это... Если 5, это вообще там на десятки тысяч, что ли, вариаций. Бесконечно. Ну вот, допустим. Ну, чисто гипотетически, давай попробую я это все посчитать. Блин, это же вообще сейчас... Это, наверное, только подсчет сейчас минут 10 займет. Типа 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Один, 3. 2, 4. 1, 3, 4, 2. Один, 4. 2, 3. 1, 4, 3, 2. 6. А, ну, в принципе, 6 плюс с двойкой тоже 6 вариаций, с тройкой тоже 6 вариаций, с четверкой тоже 6 вариаций. В принципе, и... Что там? В принципе, да, если 6 вариаций умножить по 4 разные, 4 цифры, то да, 24 действительно. Научно доказано, как говорится. Когда налетаюсь вдоволь, снова займусь квантовым искусством. Может, сделаю какую-нибудь страшную статую, которая появляется, пока ты не смотришь, и пугает тебя до смерти. Витальная зондовая пушка. Ну, я, короче, ему потом расскажу. Я как все обследую. Давай, захвати меня, чё ты? А чё? Неужели такая большая гравитация? Зря, наверное. Да, блин. А ну, стой. Эй, остров, а ну, стой. Какие тут вообще острова? Стой, я, по-моему, не этот остров видел. Или этот. Ну, в любом случае, нам на этот надо, но я сначала хочу другой остров. Ну, или не хочу другой остров. Потому что сейчас я улечу, да, в атмосферу, окей. Просто я боюсь, что сейчас... О, смерчи даже здесь просто появляются, офигеть. Ага, сюда и телепортироваться еще можно. Ну, эти по часовой крутятся. Вот так как. Так, ну ладно. Все вспомнил. В общем, как понимаю, здесь несколько маленьких смерчей. Это типа южный, да, полюс или северный. Ну-ка, давай-ка вывернем меня наизнанку. Ага. Так, сейчас нам нужно лететь. Ух, ё-мана. — 26 километров, офигеть.
Ну, по сути, это ничего. По крайней мере, на Земле, да? Уж в космосе тем более. Не-не-не, вперед, но вниз. Вот, как-то да, туда. Так, ну давай попробуем включить автопилот. Я, конечно, переживаю, что он меня сейчас на солнце запульнет. Ну ладно, вроде пронесло. В смысле автопилот выключен? Эй, автопилот, ты что делаешь? Эй, автопилот, осторожней! Тихо ты так, не пугай меня. Так, где тут северный и южный полюса-то я не вижу. Ага. Это вроде северный, да, полюс, а нам на южный нужно. Вот. И нам вот куда-то сюда. Давайте, наверное, в этот раз где-нибудь вот здесь приземлился. Не будем вход загрязнять или заставлять чем-то. В принципе, достаточно времени потратили. Думаю, теперь... освободилось место. На часе пепла. Пепел ушел. Не могу спокойно телепортироваться. Ну, если нет, просто к этому забегу. За еще раз поздороваюсь. Может, скажу что-то типа: видишь, я же говорил, что мы во временной петле. Он такой: чё? Я такой: ну, наше солнце же взорвалось. Мы во временной петле. Я вернулся назад по времени. Он такой: в смысле наше, говорит, солнце взорвалось? Им же все хорошо. Ну, сейчас. Так, стопэ. Главное не в солнце. Ага. А можно узнать, а куда ты летишь? Я сейчас лечу вперед. Собственно говоря. Я нажимаю вперед и вправо, типа. Влево, точнее. Вот туда нам надо. Вот. Так, солнце не нужно меня в свои объятия заключать. Так, где тут у нас? Ага. Ага. Так, ну это солнце. А нам нужен пустотная... Ага, вот она, пустотная фигня. Ну да, она еще не появилась. Где там этот живет кремень? Кстати, этот кратл кремня.
В смысле? Не-не-не, вот сюда мне ты нужен. Давай еще раз к нему заскочим. О, это ты, привет, стало быть, первый полет прошел удачно. Добро пожаловать на песочное часы. Берегись песка. У меня к тебе вопрос. Чего сказать, что мы встретилась? Как понять, что я вижу сверхновую? Какая задача? Ну, куда можно пойти? Это был большой песочный водопад. Опасен. Ну-ка. Ну, то есть он вообще ему ничего не скажет. Что? Что-то типа, прикинь, наш солнце взорвется. Ну, то есть звезда наша взорвется. Но ты не переживай. Я тебе искал мы во временной петле, я уже тебе и в прошлый раз говорил. Но ты не поверил, типа. Да стой, ты чё за фигня, блин? Дай-ка поближе сюда. А куда мне надо? Куда-то сюда. Так, это солнце, ага, вот. Ага, вон туда. Ух ты, ух ты, ух ты. Не-не-не-не-не, в сторону, в сторону. Срочно в сторону. Фух, мне вот сюда надо, да. Давай сейчас все-таки пустотную лампу доисследуем до конца. Уже потом. Тихо, 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 тихо. Все. Давай, тпшься. А потом пойдем уже этот исследовать. Как его? Ну этот. Гиганта пучины. Пучиного гиганта, да. О. Так. Опа. Ага, в ту сторону не пройти, да, только в эту. Вот, и, собственно говоря, и этот. Опять. На одну 100-тысячную секунду дольше. Ой, раньше. Не знаю, что вообще цифры эти значит. Но там 1 100-тысячная меньше, чем верхняя. Вот. Вот. Вот оно, да, вот. Вот, это, как понимаю, может еще кого-то записать. Если здесь кто-то будет, могу кого-то еще доставить. Это у нас была как раз-таки здесь, да, наверху? Боже, ладно, давайте сейчас сначала это почитаем. Как мне следует отправить первое ядро черной дыры и прочие ядры, когда они будут готовы? Все стоящиеся гипербашни находятся в часе пепла, поэтому ядра черной дыры нужно отправлять туда.
Спасибо, инструкции ясны. Лака, Шалфей, вы можете доверить доставку мне. Я передам транспортный листок. Что здесь? Ничего себе. Лака, я ненадолго отлучусь из кузницы. Надо догнать Ростка. Помочь ему доставить первое ядро на час пепла. Убедиться, что Миля его получит. Лака, я знал, что ты это скажешь. Ядра белой дыры нужно для гиперприемников. Учитывая, что их создают на разных планетах, доставка материалов будет связана с определенными трудностями. Изображение башен высокоэнергетической лаборатории на части угля демонстрирует расположение каждого из приемников. Обратись к Миле, он все объяснит. Маржина, ну да. Так, ну-ка, дай-ка. Ага. Вопрос о гипербашнях на часть пепла. Должна ли башня указывать точно в центр небесного тела, с которым она связана? Нет. Я могу часами говорить о пользе точности, но если, к примеру, основание башни сдвинется, она потеряет связь со своим небесным телом. Вернее, я могу часами говорить о пользе точности с кем угодно, кроме Лаки. Выравнивать башню строго по центру не обязательно. Она может находиться под углом 5 градусов относительно центра небесного тела. Да, мы, собственно говоря, это уже заметили, когда телепортировались прямо вот сейчас сюда. Там планета была неровно в центре. Это довольно заметно. Примечание. Это дает нам больше времени для гиперпрыжка. Действительно, потому что в центре она буквально несколько секунд. Предполагаю, что она будет составлять несколько секунд. Да, если ты, допустим, 5% туда, 5% туда, у тебя уже, считай, 10%. И это довольно много времени, можно туда-сюда попрыгать. Следовательно, все намай, которые окажутся на платформе в это время, совершают гиперпрыжок. Мы должны помнить об этом, чтобы случайно не оказаться на другой планете. Так. И что сейчас было? Что-то поменялось? Собственно говоря, вот. Вот получается центр. Вот. И вот 5% туда, 5% туда. Примечание. Милли заметил ошибку в расчетах. Гипербашни на часе пепла не будут работать, поскольку они не указывают на гиперприемники. Предмет твоих мечтаний считается, что гипербашни должны быть направлены на гиперприемники. Он не знает, что гипербашни указывают в центр соответствующих небесных тел. Я не удивлена, что он сделал такие выводы. В конце концов, приемник должен находиться на соответствующем небесном теле или его низкой орбите. Если я не ошибаюсь, изначально это тоже представляло технологию гиперпрыжка именно так. Нет, Милли должен был знать об этом. Скорее всего, он не знает, что песочные часы расположены так близко, что ведут себя как единое небесное целое и обладают общим центром. Он расположен в точке между ними. Ник жила облавлен. Так, все вроде тут. Нет ничего. Это эти. Собственно говоря, ядра. Да, их тут делали. Логично. Так, но мне это нужно. И в принципе тут есть еще одна статуя на Майе. Не знаю, почему бы кого-нибудь не записать еще. Типа, полетели со мной, кое-что покажу.
Надеюсь, я успеваю. Так, ну и сначала посмотрим, что там происходит. Так, это... ну это все еще оно, да? Сейчас пепло. Так, а мне куда? Мне сюда. Я разве это уже не читал? На разных, хоть и показывает одно, но разное записано, да? У меня хорошие новости. Мили, высокотехнологическое гиперядро готово к установке в центральном зале часи пепла. Я заинтригована, дорогая. Всем, кто работает здесь над проектом Час Пепла, не терпится его увидеть. Таволга вне себя от радости. Ядро еще не готово. Все ли в порядке в кузнице? Над его прочностью еще можно поработать. Мне нужно больше времени. Не беспокойся, дорогой Лака. Просто нервничает. Ядро получилось мощным и одновременно изящным. Не обращай внимания, Мили, ядро готово. Если моя сестра еще расскажет иначе, ей придется говорить уже со мной. Буржурнал обновлен. Да. Ну, получается, все. Так, стоп, это чё? Это чё? Это уходит или приходит? Так, фух, кажется, уходит. Ну вот и уходи отсюда. Так, а этот телепорт ведет на пучину гиганта? Да, в виде вихря, да, такого? Ну, вроде должно. Здесь что-нибудь есть? Можно и здесь забраться. Страшно, но можно. Ага. Еще есть их трупы. Все еще есть их трупы. Так, стопе. Как же там этот был? Это сюда. Снизу, да? Откуда-то. Здесь спуск даже есть туда вниз. Ну давай. Где тут вход? Везде. Нафига? Ну ладно, пусть будет. Так, а если телепорт завязать, что будет? Так, побыстрее бы, да? О! Как удачно зашел. Ой, как неудачно зашел! Да, ага. Время... Типа 10 минут? Я все еще не совсем понимаю, как у них тут время считается. Но статус обратного гиперпрыжка теперь доступен. Так. Ну и в принципе... Да, у меня, конечно, тут... Не получится от земли оторваться. Это... это, наверное, против торнадо. Защита. Как удобно.
Ну ладно, это потом будем исследовать. Давайте там следующую, наверное, будем исследовать. Давайте, наверное, в этом трае сейчас все закончим, потом сюда прилетим. Да, вообще не оторваться от земли. Давай обратно. Ты пышься. Где мой корабль? Ух ты! А, ну тут и, собственно говоря, и дело больше. И все. Вот, кстати, этот камень обшивка, который у нас добывали. Где там? Ну да, сейчас он сейчас взорвется. О, привет. Сядь ненадолго. Давай посидим, посмотрим, как умирают звезды. Почему бы и нет? Нам отведено так мало времени. Мне еще столько хотелось сделать. Как жаль, что нам выпало родиться в преддверии конца вселенной. Осталось недолго. Да, осталось, собственно говоря, недолго. Мне интересно, он сейчас что-нибудь скажет, когда оно, собственно говоря, взрываться будет. Ну, типа орбита его или что? Осталось недолго, да. Или 1000 это 20 минут. Типа. Типа, как они вообще это считают, не понимаю. О, осталось недолго. Потушить, потушить, потушить. Не тушится, ладно. Не тушится. Да, он ничего не скажет. Просто, говорит, осталось недолго. Блин, может, в самом конце, типа, прям во время взрыва, когда взрыв на нас идет, что-то нам скажет. А вот и он. Взрыв. Я же до взрыва с ним болтал, типа, осталось недолго. Ну, ладно, как-нибудь следующий раз. Чё тогда? Получается... Да, сейчас на пучине гиганта. Ну, вообще уже 1,5 часа прошло. Быстро время пролетело. Так что сейчас небольшой перерыв буквально сделаю. И потом уже на пучину гигант, собственно говоря, и полетим. Так, прикол такой. Пока я отходил, у меня пропал интернет. А саму трансляцию пришлось перезапускать. Так что на Тро вышло, получается, выйдет 2 видео. Так, сейчас опять вентилятор придвину. Надо его отодвигал чуть-чуть. Давай, иди сюда, не бойся, иди сюда, тебе говорят. Вот, поближе. Вот, сюда. Моргает что-то, блин. Так. Эм... Блин. Сейчас, подождите. Так, да, теперь работаешь? А ты работаешь. Не отключайся, можешь.
Так, я вернулся. Сейчас чат проверю. Зачем он, говорит, проверять его, если никого нет? Просто для себя. Чат работает шикарно. Если кто-то хочет тоже проверить, как работает чат, заходите на стримы и пишите. Так, сцена. И, кстати говоря, забыл совсем сказать. Игру-то я купил. Перед стримом прям купил игру. Нашел где-то эти громадные деньжища. И она оказалась дороже. Офигеть. То есть, технически. Да, но. То есть, когда я последний раз смотрел, пару месяцев назад, не знаю, месяц назад, или около того, она стоила 4 рубля. Точнее, ну то есть 24 500 тенге. Раньше эти 24 500 тенге стоили 4000, ну плюс-минус. Сейчас они стоят 4500. Но помимо инфляции и всяких санкций, существует еще и комиссия. 500 рублей. Собственно говоря, в итоге. Со всего, так сказать. Комиссия... Я, кстати, пополняю, да, перевожу с Киви кошелька. Вот. Там существует, во-первых, комиссия. Ну, небольшая там. А во-вторых, существует комиссия при переводе из, собственно говоря, Киви кошелька на Steam кошелек. Существует тоже комиссия. В итоге эта вся канитель вылилась в 5000 рублей. Это моя самая дорогая игра, которую я покупал в жизни просто. Типа... Даже Elden Ring стоил, и вот этот Hogwarts Legacy столько не стоили, офигеть. Я не туда, да, полетел? Заговорился и что-то не туда полетел. Мне куда надо-то? Вот туда мне надо. Пучиные гиганты, да. 5000! Это жопа какая-то. Говорить, где я их достал, конечно, не буду. Скажем так, были несколько своих личных денег. И несколько не своих. Ну ладно, это уже не важно. Я просто... Есть еще шанс, что если я вот так лечу куда-то прям сильно-сильно, есть шанс, что я врежусь не в воду, а в какой-нибудь остров. О, здорово. О, здесь, кстати, тоже есть семя черного терновника. Может, тогда на него залетим? Выпустите меня! Так, я же скафандр взял, ага, все хорошо.
иконка, стоп. А, ну там просто выход. Или стой, или куда я смотрю? Или я здесь, ну-ка. Ну, по-моему, он туда смотрит, ладно. Ну-ка, верни сюда. Здесь вроде ничего нет. Ага. А, это вот с этой, да, стороны просто вход? Ну, собственно говоря, да. Ага. Тот же самый проход. То есть здесь опасно, здесь опасно, а здесь не опасно. Вот там опасно. О! Полет 4, запись номер неважно. Аварий 2. Скучных аварий 0. По возвращению спросить, что об этом думает сланец. Ага. Так-то да, прямо к ядру. Получай пучины гиганта. Ты теперь зашпатована. А, это шпат, что ли? Не знаю как, а мне понравилось. Поверить не могу, что меня не убило током. Роговика жила, умрут от зависти, когда я им расскажу. В конце концов, не все решается силой. Что ж, это место можно вычеркнуть из списка. Осталось главный приз. Жди меня, черный терновник. Ага. Да, нас сейчас сверх подкинет, конечно. Жопа нам. Но зато будет весело. Собственно говоря, медузы. Ну давай. Ха-ха. Нашел лазеечку, так сказать. Не знаю, почему в космосе огонь горит. И под водой. И что с медузами мне еще делать? Здесь же опасно. Типа никак не посмотреть. Довольно забавно, конечно. Не могу, да, никак слететь. Мой корабль. А корабль-то у меня хоть живой? Живой. В общем, медуза.
Это Габро. Давайте, наверное, полетим в сторону Смерчи. А это вот его корабль, да? Похоже на наш. Уже, так сказать, более новая модель. Ух ты ж, ё. Ух, стоп. Они сюда движутся? Нет же вроде. Нет, они движутся в ту сторону. Ты ж, ё, тихо. Или куда они вообще движутся? И где этот остров? Другой. 4-й остров-то где у нас? А, вот он. Что у нас тут по штормам-то? Не хотят объявить свой воздух нас выкинуть? Да, такое вот напряжение, конечно. Ну, вроде пока не видно, так что... Ну, пошлите, чё. Так, вроде здесь на берегу больше нет ничего, да? Давай, забирайся. Ага, вижу вас. А, блин. Короче, сейчас, секунду. Срочно дела появились, сейчас. Черт. Я вернулся. Так. Что у нас там сейчас? Ветер будет? Ветерок за окном такой небольшой. Да, давайте лучше. Что-то поддувает, говорит, да? Или так, немного. Ну все. Нас больше не поднимет. Или этот смерч тоже наш решит такой. А, ну-ка, иди-ка ты тоже воздух. Да нет, 2 раза воздух. Да не хочу. Нет. Нет. Нет? Ну, вроде нет, ладно. Фух, вроде рядом прошел. Что за фигня?
Да, гравитация тут так себе, честно сказать. Слишком уж какая-то жесткая. Серьезно? Применить реактивный ранец? Ты меня учишь этому? Shift и пробел. А я прям до этого не знал. Вот. И эта статуя с открытыми глазами. И как раз таки это, наверное, принадлежит Габро. Мастерская по изготовлению статуй. Сломана. Так. Ну, туда у нас путь закрыт. Значит, сюда пошли. Наружные деревья, шикарно. Здесь я могу пережидать шторма. Так. Ничего пока не вижу, да и взлететь не могу. Какое-то уж слишком большое давление. Опять же таки там телепорт с той стороны. Ага. Наверное, мастерская. Опять же таки здесь могу что-то переждать. По крайней мере, если успею. Сегодня будут проверять, как работают статуи памяти. Правда, Фокс сказал, что это опасно и нам переходить нельзя. Если мы не пойдем через дверь, проберемся незаметно. Кто-нибудь хочет? Флок сказал, что так тоже делать нельзя. Ясно, мы хотим посмотреть на эксперимент, но случиться может что угодно. Давай не пойдем, может, Флок спустит нас в следующий раз. Куда я сюда хотел? О! Думал, запись какая. Туда я пришел, да? Не пойму, приближается или нет. Сейчас только выйду. Смерть уже рядом, нет? Ну, вроде нет. Хотя плывет какой-то остров к нам навстречу. Наша задача в другом. Попасть как-то вниз. Обнаружен запас кислорода. Хорошо. Вон, идет смерть, идет. Сейчас как раз и опробуем. Давай посмотрим поближе, пускай подойдет. А это вообще что такое за кристалл, который светится постоянно? Интересно. Идут. Что ж, ставим тогда на платформу и будем смотреть, как она работает. Лагерь, где живет кремень. Ага, его в воздух кинул, он сейчас падает. Или он просто куда-то плывет.
Не, по-моему, просто это. Вот нас сейчас подкинет воздух. Ну-ка. Да, смотри. Защитное поле, которое держит нас. Шикарно. Их получается 3 здесь. Удобно. По крайней мере, не улетим куда-нибудь не туда. Оп, и падаем. Все, отключились. Так. Теперь наша задача попасть вниз. Ну, прям не туда вниз, а просто вниз. Я как понимаю, здесь больше идти некуда. Вот, где-то сюда вниз. Да, вот. Мы потому что видели озеро там посередине небольшое, поэтому можно догадаться, что можно плыть снизу. Раз этот остров подбрасывает вверх, время от времени, так сказать, и он ни к чему не прикреплен снизу, и там есть озеро, значит, вода как-то туда попадает, и мы, значит, тоже сможем туда попасть. Ага. Вот еще статуя. Они, как понимаете, точно не рабочие. О, милый, пожалуйста, отойди назад, чтобы Седом оказался ближе всех к статуе. Она соединится с тем, кто находится от нее на ближайшем расстоянии. Так, а почему она на других не работала, когда они очень близко к ней подходили? То есть на Габро сработала. А те, кто в музее-то до меня там были, почему на них не сработало? Видите, у статуи открылись глаза. Это означает, что она соединилась с Седумом. Пока Седум находится в пределах этой звездной системы, статуя будет получать его воспоминания и задействовать их в проекте «Час пепла». Это настоящее произведение искусства, Флокс. Он снова превзошел сам себя. Поскольку соединение прошло успешно, можно тестировать мой прототип хранилища памяти. Каждая статуя будет отправлять воспоминания своего Намай в отдельное хранилище в глубинах Часа Пепла. У каждого хранилища также будет маска, связанная со статуей, которая сможет отправлять сохраненные воспоминания назад соответствующему Намай. Ну, мы эту маску уже видим каждый раз, когда перерождаемся. Да, это, собственно говоря, маска возвращает нам воспоминания, так сказать. Журнал обновлял. И у этой маски закрыты глаза, как минимум. Еще одна рабочая маска. Да. Намай передает воспоминания статуи, статуя передает воспоминания маски, маска передает воспоминания Намай. Здесь я могу, если что, постоять. Повтыкать. Так, не пугай меня. Так. Собственно говоря, да, вот они, эти маски. Раз, два, три рабочие маски. Типа... две из них, допустим, я и Габро. Кто же третий? Вопрос. Который мы однажды узнаем. Так. Просто я искренне пытаюсь не спойлерить. Все, я сейчас взорвусь. Флокс, я установила маски, необходимые для проекта «Час пепла».
Они прекрасны, хотя мне и кажется, будто за мной наблюдают. Да, когда времени осталось немного и сейчас взорвется, почему-то время не останавливается. Короче, ладно, давайте это потом дочитаем, получается. А чё я, почему взрываюсь? Чё я так долго делал-то? А, или я в этом? Нет, стой. Я же начал заново. Получается, полетел на сюда. Ну, один остров там просто побегал, посмотрел. И все. Неужели так быстро 22 минуты прошли? Ну да, все. Да можно так сразу сделать. В принципе, без разницы. Вот, собственно говоря, эта маска. Так, нет, мне другие координаты теперь нужны. Конечно, могу попробовать со всей силы разлететься и куда-нибудь влететь. Только с моей удачей я боюсь, что я влечу прямо в какой-нибудь остров. Ну или мимо пролечу. Так. Ну да. Этот остров, естественно, уже сейчас летит. Все. Что ж, ну тогда придется подождать, пока он в небо взлетит. Пока его сейчас подкинут. Да, приближается уже. Все, сейчас я вверх полечу. Ух ты. Уи. Да. Лучше не выходить отсюда пока. Даже здесь окон нет. Единственное окно. Которое причем может отсоединяться. Ну и дерево, лол. Деревяшки, типа. Пол из дерева в корабле космическом. Все. Что ж, теперь можем нормально почитать. Флокс, я установил необходимые маски для часа пепла. Они прекрасны, хотя мне кажется, будто за мной наблюдают. Логично.
Приятно знать, что статуи ни с кем не соединятся до завершения проекта, иначе это было бы тяжело вынести. В теории они должны активироваться только если все пройдет успешно. Я на всякий случай запрограммировала их так, что они сработают и при ошибке оборудования. Правда? Зачем? Если на проекте «Час пепла» что-то пойдет не так, статуи и их маски предупредят нас об этом, чтобы мы могли исправить неполадку. Иначе мы рискуем никогда о ней не узнать. Я не подумал об этом. Это действительно было бы ужасно. Ну, то есть, короче, типа, если маска ломается, то как бы в прошлое посылается об этом знание. Что типа вот маска сломается, поэтому можно это предотвратить. Собственно говоря, например, тот же самый вот взрыв. Солнце, да? Он взрывается, меня убивает, и назад во времени возвращается воспоминание о том, что типа вот ты умер из-за того, что солнце взорвалось, маска сломалась. Типа неполадка. Ну, что-то типа того. Да, и у нас еще осталось перепрыгнуть на тот берег. Но с такой гравитацией я, естественно, туда не допрыгну. Ну, я уже знаю, прыгать не хочу. И я знаю, как туда попасть. Естественно, когда первый раз играл, я не понимал и вышло случайно. Ну, а зачем эти тупники на видео, да? Я когда смотрю видео, вообще не люблю, когда человек тупит сильно. Когда по сути человек играет. Первый раз он сильно тупит. Ну, бывает. Когда он не знает ничего, он довольно сильно тупит. Мне больше нравится, когда уже человек что-то знает в игре, разбирается и может чему-то научить. Да, есть, конечно, игры, допустим, не такие большие, но очень интересные, когда интересна именно реакция человека на эту игру. Но есть такие игры, где, ну, типа, ну, лучше посмотреть, что он знает в этой игре, чем смотреть, как он в этой игре тупит. Вот отец тоже мне говорил, типа, зачем, говорит, ты говоришь, что ты эту игру проходил, людям нравится смотреть, как ты играешь в первый раз, а сам, когда смотрит, ой, да чё ты так тупишь? Не меня смотрит, а вообще игру смотрит прохождение на ютубе все время. Чё ты так тупишь? Надо так делать. В общем, да. Давай уже быстрее, чё ты? Где шторм? Где шторм, когда он так нужен, а? Когда не нужен, он прям рядом. Когда нужен, его не дождешься. Не, мимо. О, забавно. Немного не так. Так. Ну, что-то даже пока его не видно. И где шторм? Типа, вот это шторм? Или куда его бросают вообще? Типа, ну, допустим, куда-то туда. Ух ты. 3 минуты до истощения кислорода, хорошо. Ага, приближается вроде. Вообще подкинет.
Так, сейчас переживем. Вот. С падением переживем, прочитаем. Да, возможно, задохнусь. Но... По крайней мере, прочитать, что здесь написано. Мне любопытно, есть ли разница между отправкой в прошлое воспоминаний существа и самого существа? Например, если в прошлое отправлены мои воспоминания, значит ли это, что в прошлое отправлен я сам? Не физическое тело, но моя сущность. Полагаю, это не одно и то же. Разве эти события не одинаковые по своей сути? А если время будет перезаписано? Полагаю, это уже не получится назвать получением воспоминаний из будущего. Но разве результат не будет идентичным? Ну, результат, да, пути разные. И сама суть разная. Ну, собственно говоря, здесь больше делать нечего. Так. Давай, дай мне выйти. Блин. Что ж, остался здесь один остров исследовать. О, кислород пополнился. Топливо и запас жизни. Только... А, собственно говоря. А ну стоять. Только так, я не понимаю, типа, почему мне не показывается... Вот. Типа, Южный полюс, это туда. Почему мне это не показывается в корабле? Я, может, тоже это хочу узнать. Ну ладно, фиг с ним. Южно-Северный полюс потом будем исследовать. Мне сейчас надо понять, куда мне вообще идти. Так, мне это не нравится. Мне это не нравится. Это Я как понимаю, этот остров сам догнал этот смерч. И перегнал. Я как понимаю, этот остров движется очень быстро. Так, ладно, потом дочитаем. Все падает, да? Угу. Ну, здесь в любом случае есть вот эти. О! Это маленькая. Это. Как понимаю, это ангар. Это его ангар. Вот и все, мы закончили последний модуль орбитальной зондовой пушки и готовы отправить его на орбиту пучины гиганта. Теперь мы должны отправить Дерезу к орбитальной зондовой пушке, чтобы она установила систему отслеживания зонда. Хочу искренне поблагодарить всех на строительной базе за упорный труд. Несмотря на все неудачи, мы стали на шаг ближе к тому, что я уже и не надеялся сделать. Я своего брата знаю. Гравелат, как и его супруга, наверняка захочет запустить зонд с максимальной силой. Я беспокоюсь, выдержит ли пушка. Предлагаю сообщить Гравелату и Мальвье заниженные показатели максимальной энергии, чтобы они не превысили настоящие. Логично. Похоже, ты стареешь, дорогой, неприлично слышать от тебя такие мысли. Так.
А, такие милые слова. Седум, если я стану хотя бы наполовину так же мил с вами, как Горелат с мольвой, пожалуйста, выстрели мной из орбитальной зондовой пушки. Возможно, я знаю, что было выстрелено из орбитальной зондовой пушки. Угу. Тихо, тихо, я не хотел этого. Так, ну, там я пройти точно не смог бы, окей. Довольно забавно, что скелет лежит на стене. Могу, кстати, на ту сторону пройти. Ну, давайте сначала на этой стороне все исследуем. Да, 3 модуля. Первый, второй и третий. Пушка, собственно говоря. 11 минут 30 секунд назад межпланетный зонд успешно запущен из орбитальной зондовой пушки. Это хорошо, половину времени прошло. Собственно говоря, вот что мы постоянно все видели. Да. Собственно говоря, здесь мы видим вот этот первый отсек сломанный, да, который? А, нет, это не сломанный. Это как раз-таки единственный целый отсек. А, вот. У меня плохие новости, Гравелат. Мила говорит, что возникла проблема с источником энергии, а потому мы не будем стрелять из орбитальной зондовой пушки. Надеюсь, ты пытаешься вызвать весь смех, Ксава? Увы, нет, Мила. Мила не уверен, что у этой проблемы есть решение. Поэтому эксперимент с орбитальной зондовой пушкой придется приостановить. Скажи Дерези и Мальве, что они вернулись с пушки. С пушки... Мы с супругой пока попробуем... побудем на строительной базе. Новый дан. Мы с Мальвой присоединились к Седумам. Дереза отправилась к своему брату Вереску. Она боится, что он будет винить себя. Так. Я бы, наверное, переждал здесь шторм для начала. А потом отправился бы на ту сторону. А потом я бы поплавал, проверил, нет ли еще здесь чего-нибудь интересного. Я вот просто не знаю, не вижу, есть ли с той стороны такая же фигня. И просто вроде нету. Я просто вот не знаю, шторм когда вообще будет. Скоро, не скоро. У меня ни часов, ничего нет. Просто я боюсь, если я сейчас начну переходить, только перейду и полезет шторм. Я вот за это переживаю. Сколько у нас времени-то уже? 2 часа 22 минуты. Ясно. Но я буду сейчас уже конкретно на запись ориентироваться, поскольку у меня вылетел интернет. Блин, у меня еще и кислород половина остался. Блин, здесь есть вода, почему здесь нету воздуха на этой планете? Вот этого? Типа, воздух же не чисто от деревьев появляется. По сути, это H2O. Я, конечно, не химик, может, я могу ошибаться. Но это же водород и кислород.
Ну, я сейчас давайте на всякий случай загуглю, чтобы тупым не казаться. А то может, типа, какой нафиг кислород в воде? О! Ну-ка, секундочку. Ну да, О, это кислород, H водород. Два кислорода, один водород. А, не, наоборот, H2O. Не 2O, а 2H именно конкретно. Двойка H принадлежит. Так что два водорода, один кислород. H2O. Да, все верно. H2 это же два водорода. В середине получается кислород. И уходит в две стороны. Из каждой из сторон по водороду. Если не ошибаюсь. Ну, вроде все. А, так, ну, вроде ничего там не видно. Ладно, пошлите на ту сторону, пока есть время. Беги, беги быстрее. 3 минуты до истощения кислорода. А, нет. Не умирай. Не задыхайся, пожалуйста. Ну, здесь точно ничего нет. Здесь тоже ничего нет, только вот это, да? Камень проекции. Ну-ка, вроде ничего не видно, но стоит еще доплыть. Ну да, я вообще оторваться не могу. Двойная гравитация. Я, кстати, могу здесь положить. Где-то сквозь пол могу положить. Довольно забавно. И кислорода у меня осталось уже не так много. Лагерь, где живет. Странно, но пусть будет так. Он на меня, да, падает? Сейчас опять произойдет то же самое. Я боюсь. Так, не с той стороны вылез, ладно. Или его вообще фиг знает куда забросило. И он уже никогда не вернется. А! Кто? Кремень! Кремень! Блин, я опять забыл поменять. И я думаю, что это нога, бро, у меня. Блин, вот я тупил. Вот я тупанул. Кремень же, налагень кремня. Блин, надо поменять срочно. Послен, мы с Седовым понимаем детали орбитальной зондовой пушки на орбиту. Мы поднимали детали орбитальной зондовой пушки на орбиту. Но одна из них вдруг ушла под воду. Послен, жаль, что ты не видел. Мы думали, что течение препятствует даже частичному погружению объектов, но наша деталь опустилась к самому ядру. Оказывается, убедил меня не экспериментировать с другими деталями, но я хочу выяснить, как это произошло, разве течение может преодолеть. По-моему, я уже это читал. Хотя странно. А, нет. Получается, все-таки. Благодарю за вопрос. Мы, Крона, создала модель пучины гиганта. Здесь в Южной обсерватории на планетной сфере выяснено, как предметы могут утонуть. Последний я смотрю на модель через проекцию. Но не могу понять, в чем ваше открытие. Получится ли у тебя объяснить его суть, если я лично посещаю обсерваторию? Я же вроде это уже читал. Странно. Если тебе не в тягость пробиться к южному полюсу по земле, приходи в любое время, сюда ведут два пути, бла-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 бла. Я это уже читал. 60 секунд истощения кислорода. Да-да-да-да-да. В принципе, уже у меня времени мало осталось, да, я как понимаю, поэтому можно смело
Ага, кислород. О, здесь кислород есть. Так, здесь вроде больше ничего нету. Ну-ка, а если я вниз сейчас поплыву? Нет, да, здесь барьер. Я конкретно сейчас здесь в барьер упираюсь. И здесь у меня тоже ничего нет. Да-да, вот барьер, с которой не могу пробиться. Собственно говоря, когда вверх подбрасывает, вот туда на корабле залазишь, под этот, и тебя тупо берет и проталкивает. Странная здесь гравитация. На земле меня очень сильно тянет вниз, а в воде меня очень сильно толкает вверх. Странное явление, конечно. Да, все, можно смело уже медитировать до следующего дня и уже искать, собственно говоря, новый торнадо. Новый торнадо. Как это новый торнадо? Другой торнадо. Необычный торнадо. И я, кажется, конечно, догадываюсь, где он может быть. Возможно, ровно на Южном полюсе. Типа... все вращается в одну сторону. Во вся планета, типа. Если, например, северный торнадо... А. Да-да-да, взлетай пока. Должно быть, на этом острове на Майе создали такие статуи, как у нас в обсерватории. Статуя на Майе лежала на пляже. Она выглядит так же, как статуя из нашей обсерватории. Мастерская по изготовлению статуй. Каждая статуя на Майе должна была соединяться с кем-то одним. Запись воспоминаний и отправлять их в хранилище в рамках проекта «Часть пепла». Каждого хранилища в проекте «Час пепла» была маска, связанная со статуей, которая могла отправлять сохраненные воспоминания назад соответствующему на Майе. Статуи должны были активироваться только при успешном завершении проекта «Час пепла» или в случае провала. Угу. Одна из деталей со строительной базы утонула, хотя на Майе считали, что это невозможно. Шпат знает, как добраться до... Шпат знает, как добраться до ядра пучины гиганта. Мне сейчас к Шпату, что ли? На Майе создали орбитальную зондовую пушку на этом острове. Да мне уже и так рассказали, как туда добраться. Но он, наверное, как раз-таки второй способ расскажет. Он же туда попал как-то, верно? На Майе создали все, понял. Даже если я проникну сквозь вот этот барьер, дальше я попасть не смогу. На Майе создали орбитальную зондовую пушку на этом острове. На Майе почему-то приостановили эксперимент с орбитальной зондовой пушкой. Из нее так и не выстрелили. Если верить компьютеру на Майе, межпланетный зонд был запущен из орбитальной зондовой пушки совсем недавно. Квантовый сигнал, очень гиганта. Остров, где растет колючий кустарник, лежит замороженная медуза. Прежде чем улететь к черному терновнику, Шпат разбивает лагерь здесь. Все, я вспомнил. Да, нам, короче, сейчас к Шпату нужно. Он ну, то есть, лично я помню.
Шпат отправился в черный терновник после того, как достигает ядра пучины гиганта. Так что, да, смысла нет сейчас в любом случае в этот шторм идти, так что... идем к Шпату. Может, что-нибудь расскажет нам, да? Собственно говоря, так. Что ж, идем в черный терновник. Но сначала... Блин, опять забыл, да? Лагерь, где живет кремень. Ну да, ну естественно. Где кремень живет? Высокоэнергетическая лаборатория на час угля есть изображение башен, которые демонстрируют расположение каждого из гиперприемников. Ага. Крейн говорит, что в последнее время возникло очень много сверхновых. Все звезды во Вселенной умирают, и наше Солнце не исключение. Кремень наблюдает за небесными телами северного пояса угля. Звезды умирают, потому что их жизненный цикл подошел к концу, а они оказались намного старше, чем мы думали. Кремень находится в ступоре от того, что наше Солнце скоро взорвется. Бывает. Ну ладно, давайте уж везде прочитаем. Все воспоминания, записанные назад на ММ, передаются в соответствующей хранительной части пепла. Высокотехнологическое гиперядро было готово к установке в центральном зале часа пепла. Здесь еще не исследовалось. Собственно говоря, я в любом случае здесь уже все завершил, да? Так что давайте уже дочитаем. Гипербашни не указывают на гиперприемники. Они направлены в центр соответствующих небесных тел. Гиперприемник должен находиться на соответствующем небесном теле или его низкой орбите. Песочные часы расположены так близко, что ведут себя как единое небесное тело. Обладают общим центром. Он расположен в точке между ними. На Майе строили все гипербашни на часе пепла, а 6 гиперприемников в других местах. Намай по имени Лакка создала высокотехнологическое гиперядро для проекта «Час пепла». Схема демонстрирующая наклон гипербашни относительно соответствующего ей небесного тела. Гипербашня сработает, даже если не будет указывать строго в центр небесного тела. Ей достаточно находиться от него под углом 5 градусов. Это дает больше времени для гиперпрыжка, примерно несколько секунд. Все, кто окажется на платформе в это время, совершают гиперпрыжок. Так. Ладно, так, найдем. Не хочу, чтобы потом мне каждую жизнь показывала на то место. Так, где оно? Вот. Да, нам сначала сюда нужно. Не-не-не! Ты куда? Ты куда улетел, Взял и улетел куда-то, непонятно куда. Все, моей машине конец, да? Нет, смотри, можно починить. Фух. Так, все починито. Починито все, да. Ага. Или что-то новое сказал про разведчик. Типа можно без рук остаться, фиг знает. Джот как-то не вчитывался. Ну, то есть сначала он говорил, похоже...
Так. Ну давай, все, остановись уже наконец. Просто встань, все. Я сейчас хочу полазить по этим. Посмотреть, есть ли что-нибудь здесь. Нет на этих. На них. Но на льдинах самих этих не видно. Где? Да нет, ты что-то не то делаешь. О. А че я вправо не лечу? Так. Че у нас тут? Куда-то пропасть идет, окей. Куча трещин. Какую-то, возможно, можно и упасть. Эй, чем меня так убило? А, это... Помню, что-то где-то когда-то находится где-то здесь. А где вот вопрос, не знаю. Где-то здесь можно пройтись куда-то. Где-то был здесь шпат или что-то подобное. Поскольку это самый большой такой ледник, так сказать. Я думаю, возможно, где-то здесь был. Типа, здесь где-то вот Южный полюс, например. Где-то здесь конкретно. У меня вообще немного осталось ни топлива, ни... Так что давайте где-то восстановимся. Да, топливо на исходе. Давай восстановимся. Так. Ага. По крайней мере, здесь Южный полюс. Вот где-то там.
Во. Во. А. Шпат, не ешь это даже перед лицом голодной смерти. Такая гадость не заслуживает того, чтобы стать твоим последним ужином. Видимо, эти медузы гордятся только для электроизоляции. Повторяю, не ешь это с любовью, Шпат. Собственно говоря, да. Так. Что-то... О! Полет 4. Запись номер точно не 1. Аварий 3. Скучных аварий 0. Лучший результат. Ого, не думал, что увижу медузу за пределами пучины гиганта. Там они были очень полезны. Может, и это пригодится? Фу, ну и гадость. Оказывается, тело этих медуз жесткое, как резина. Может, это чтобы защитить внутренности от электричества? Надо попробовать, может, они будут лучше на вкус. Но как оказалось, нет, не лучше. Так, вот. Здесь где-то есть нормальный вход. Нет! Нет! Ну ладно, мы внутри 7, собственно говоря. Собственно говоря. А вот и корабль Шпата. Весь сломанный, да. А у меня топлива осталось немного. Что ж, ну, единственный вариант двигаться туда. Собственно говоря, вот и мой разведчик. Ошибки, копия сигнала разведчика, да. Неопознанный сигнал обнаружен. О, какие люди. Что? По-моему, должно не так работать, не? Тихо, вернись обратно. Возможно, если я запущу его туда. Ну, не туда, вот, может, туда. Куда-нибудь. И куда мне нужно его запустить? Так. Ну, он останавливается здесь. И прилетает откуда-то оттуда. Во! Ну, короче, ладно. Собственно говоря, да, Шпат. У меня даже есть собственный кристалл. А с корабля он, наверное, забрал. Умно. Но давай-ка мы с тобой... Ого! А ты тут откуда? Сюда никто не прилетал. Честно говоря, никогда. Получается, из всех камелян только тебе и мне удалось достичь черного терновника. Поздравляю. О, это ты. Тебя записали в космонавты, и тебе удалось не умереть. Это похвально. Мы думали, что теперь нет живых. Долго тут уж...
живешь в черном терновнике? Смотря что для тебя долго. Я тут довольно давно. С тех самых пор, как мой корабль врезался в... То есть с самого момента, как мне посчастливилось соскользнуть от удильщика. Что творил? Расскажи еще о своем летном мастерстве. Да ты мне льстишь. И мне это нравится. Вот так, вот как все было. После ядра пучины гиганта мне захотелось исследовать черный терновник, потому что сюда раньше никто не летал. На самом деле летать тут было несложно. Уворачиваться от многократных колющих лиан учишься быстро, а вот потом появляется огромный удильщик. Встречались такие? Нет. Они все не маленькие, но такие громадины мне раньше не попадались. Ну, думаю, выполню пару трюков, оторвусь от него, разгонюсь, значит, на полную, а рыба вдруг хватает меня, швыряет на лиану, и, в общем, корабль разбился. Бах! После столкновения он заскрипел так, будто вот-вот развалится, и стало понятно, что делаю дрянь. И я выбираюсь, а вся электрика как начнет искриться. Тут уж надо было решать, либо бежать, либо умирать в муках. Пришлось выбрать первое. Сначала мой лагерь был неподалеку от корабля, потом нашел этот скелет. Было бы глупо им не воспользоваться. Это место отлично подходит для того, чтобы откопаться и высадить семена из экстренных запасов. И вот я здесь. Ого, поверить не могу, что тебе удалось выжить, поверить не могу, что корабль разбился по твоей вине. Неудивительно, что дома про тебя столько рассказывают. Ты тоже молодец, сюда не просто добраться. В общем, как-то так все и получилось. Рассказать мне больше нечего, но можешь просто посидеть у костра. Можешь и не сидеть, костер никуда не денется. Что тут можно исследовать? Вот такой настрой мне нравится. Исследуй что угодно, только учти, что пространство тут странное. Очень. Попробуй запустить зонд в одной из этих семян. Видишь, в них есть отверстие. В самый раз для зонда. И оно вернется. Я уже это только что первым делом попробовал. Если запустишь, приборы покажут, что он находится сразу в двух местах. Мне кажется, это даже не совсем ошибка, просто тут какое-то искривленное пространство. Например, это семечко выглядит маленьким, а изнутри оно большое, гораздо больше. У меня было время подумать над этим, кажется. Пространство в черном терновнике расширяется каждый раз, когда пролетаешь сквозь сферу. Поэтому семена больше изнутри. По крайней мере, это моя теория. Учти, что в черном терновнике можно заблудиться и остаться навечно. Удачи! Эй, бери палку, жарь маршмеллоу. Расскажи о ядре пучине гигантов. Как тебе удалось туда добраться? Да ядра пучине гиганта, это было захватывающе. Судя по тому, что ты спрашиваешь, тебе еще предстоит туда попасть. Если я расскажу, что делать, это будет нечестно. О чем это я? Ах да, мой корабль, конечно, знатно вплющил в эту огромную полую лиану. Ага. Думаю, тебе стоит тут погулять. Можешь зайти на хвост этого удильщика и поискать в тумане мигающий огонек. Это мой старый корабль. Пусть он начинается оттуда. Где твой корабль? На самом деле довольно близко. Следуй вдоль хвоста этого удильщика и увидишь в тумане мигающий огонек. Иди на него и найдешь мой корабль, точнее обломки моего корабля. Стой, что-то я вообще прочитал и даже как-то не задумался. Ну-ка. Захватывающая, судя, потому что... Это будет нечестно. Ну мы и так уже все выяснили. Просто хотел убедиться, что случилось с этим удильщиком. Ты про скелет? Он тут уже был до меня. Насколько я понимаю, удильщик грыз лиану и проглотил семечко. Оно начало расти у него в животе, а потом, видимо, свободное место закончилось. Мерзко, да? Хорошо, что этот скелет мне попался. Отпугивает рыб. Они держатся в своей территории и чаще всего избегают друг друга. Поэтому я и живу тут.
Сказать на камельке, чтобы тебя забрали? Ну, можно, конечно, на самом деле. Тут даже неплохо, можно сказать, мирно. В твоем возрасте, наверное, это еще не понять, но быть лучше всех довольно утомительно. Я пока отдыхаю. Нашла замерзший медуз. Значит, ничего не поменялось. Мне довелось там жить после крушения. А! Вот я дебил. Я сюда неправильно попадал. Короче. Во-первых, ты его без зонда здесь не найдешь. Во-вторых, нужно было просто спускаться в ядро спокойно и лететь на этот на этот сигнал. Как долетая до сюда, он мне говорит, что где-то там корабль недалеко разбился, и через этот корабль я выхожу как раз к той медузе. Правда, лагерь в скелете такой же твари, что пыталась тебя сожрать, это не только символично, но и куда более надежно. Но все равно было уютно. Это очень плохо. Как не устает повторять кремень. А когда-то на месте черного терновника тоже была планета. Поэтому этот жуткий сорняк пустил мне корни и разрослся так, что разорвал планету и раскидал обломки по космосу. Если ничего не сделать, Камелек постигнет та же судьба. А мы, камеляне, пережили слишком много, чтобы потерять все из-за какого-то жалкого семечка. Борт-журнал обновлен. Да, я должен был сюда на этом прилететь. Вот, а потом типа такой... Ого, это что же сияет такое? Ну, да это же его корабль. И здесь пробито что-то. Собственно говоря, да, здесь... Он сюда влетел и отсюда вылетел. Вот сюда его и бросили. Так. Вот, и так совпало. То этот... Корень, конец, ветвь, полая фигня, короче, полое дерево. Выходит как раз... И я такой, типа, ого, фигак. И я здесь. Типа, он не хотел мне рассказывать, как попасть туда. Я типа, ну и ладно, и пошел. И шел. И пришел, как говорится. А пришел я к медузе. Не. И такой, типа, ага. Ну, типа, я сначала, естественно, должен был сначала попытаться просто так проникнуть через шторм. У меня бы ничего не получилось. И я бы полетел исследовать. Примерно в таком порядке это должно быть. Я потому что уже не помню, как я первый раз это все проходил. Но сейчас я хочу конкретно вылететь отсюда на корабль. Это я, что ли, так в него врезался? Или что случилось? А еще я хочу, наверное, посетить... точно. Возможно, северный полюс этого всего. Так. Но мне нужно куда-то туда. То есть... Куда-то, короче, туда мне нужно, Северный полюс.
может там тоже что-то будет. Типа вот, ну вот здесь, да, допустим, ну-ка. Тихо, 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 давай-ка. Все. Что-то, ну, естественно, опять что-то повредил. Ноги, типа. Фонарь, нет? Всё. Так, и да, я на Северном полюсе. Да, это огромный прям кулачок. Есть ли что-то под ним? Что-нибудь под Северным полюсом есть, нет? Вроде ничего нету. Вон, да, вот Северный, получается, полюс где-то здесь. Здесь вроде как ничего интересного-то и нету. Не. Да, к сожалению, на Северном полюсе вроде ничего нет. Ух ты, время-то мало осталось. Срочно летим на Камелек. Где бы он ни был. Возможно, смогу с кем-то поговорить. Успею, возможно. Ага, вот. Что-то типа вот туда нам нужно лететь. Ну, короче, давай-ка ты мне этот запустишь. Автопилот. Короче, включай и лечу. Пускай автопилот сам летит. Да, скорее всего, не успею. Сейчас даже солнце, наверное, взорвется уже. Ну, если успеем, успею. Если не успею... Блин, жалко, что не успею. Просто хочу сначала поговорить, спросить, тебя вытащить, а уже потом лететь и спрашивать сразу же в этом уже. Естественно, никто никого не успеет вытащить, и не нужно это никому. Ну, мало ли. Дай-ка прям всеми черного терновника. Да, музыка вот эта как раз взрывающегося. Мне так нравился этот кратер. О чем-то мне спросить. Маленький разведчик запущен. Кнопку засек звуки на гармошке. Он точно из камелька. То есть ничего не скажешь, да, про то, что я его видел и подобное. Ну все, солнце уже походу взрывается, конечно. Все, я считаю, не успел, да? Я даже не знаю, в какую сторону мне идти, чтобы попасть. Домой.
Так, это у нас. Ага. Так, поплываем дальше. О. Не осталось кислорода. Я знаю, где шпат, а где свины. Серьезно, шпат на черной темной, клин звездами, это чудесная новость. Спасибо, спасибо тебе огромное. Можно было улететь вместе с тобой, но ведь нет же таких загадочных личностей среди камелян еще поискать. Мы срочно отправим туда спасательный экипаж. Я скажу Жиле, что надо подготовить корабль. Думаю, будет правильно, если шпат вернется домой именно с Жилой. Еще раз спасибо, ты не представляешь, как радостно было мне услышать, что шпат в порядке. Ну-ка. Что-то ты быстро. Все в порядке? Твой корабль не встретил кнопку самоуничтожения? Если да, славянец меня получит. Ну, видите. Да, говорят, если до него дотронуть, было никак от огня, надежда в космосе. Значит, так. Ну все, да, уже все взрывается. А! Его сдувает, что ли, от взрыва или что? Ну да. Хм. Лаги начались под конец. О! Как раз 3 часа. Все. На этом на сегодня заканчиваем. Хм. Так, завтра тогда полетим внутрь ядра этого, как его там? Как его там этого? Этого, как его там, да. Ну все, давай. Забываю. Гиганта вот этого глубинного. Ну, вообще, ну, вон ту зеленую планету, которая перед глазами у нас. Вот. Полетим в ядро, получается. Отыщем нужный поток. Спустимся внутрь. Используем медуз. Угу.
А на этом тогда все. Уже 6 часов вечера, кстати говоря, прямо сейчас 6:07 у меня. Значит, видео, третья часть вышла 7 минут назад. А новое видео выйдет завтра в 6. Оно только закончилось, стрим. Ну да, я, получается, начинал в 14:30. Технически, если бы 3 часа шел стрим, я бы закончил в 18:30. Вот как раз мне отец и звонит. Ам, А сейчас, в общем, задержался. Да, там, пока эти были, как из паузы там, пока этот, как его, технически не плат с интернетом, на, собственно говоря, записи 10:30, ой, 3 часа 10 минут ровно, да? Вот так, в общем, полчаса я дотерпел, так сказать, до 18:00. Так что все, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. На Трово, кстати, за место подписаться, потому что там подписка платная, нужно нажать «Отслеживать», если кто не знал. Я все время, кстати, забываю это сказать. Уже давно, причем забываю это очень давно сказать. Да, на Трово переходите и нажимаете «Отслеживать» конкретно. Вот. И тогда вроде как подписывайтесь на мой канал. Таким образом. Хотя она почему-то там сердечко в виде лайка, не знаю почему. Вот. Но по сути отслеживать это то же самое, что на Ютубе подписаться. А конкретно подписка там платная и свои там какие-то причуды дает. А, Пока я, конечно, естественно, не советую подписываться платно. Что там, даже мой отец платно не подписался. Естественно, ну дорого, да, там. Причем эти цены не я устанавливаю. Если бы я устанавливал, я там подписку бы, не знаю, рублей за 50 бы сделал. Вот. Естественно, пока подписка очень дорогая, да и я там не особо в этом шарю, и никаких конкурсов, так сказать, интересных нету за эту подписку. Так что, вот. Лучше донатьте, лучше мне, говорит, деньги давайте, чем вот им. Ну, блин, ладно, все, что-то отвлекаюсь. Так, подписывайтесь, да, ставьте лайки, комментируйте, да, уже, кстати, кто-то все-таки комментирует. Спасибо огромное, я ценю и читаю каждый вас комментарий. Или каждый твой конкретно. Вот. Да, переходите на Трово, переходите на YouTube, кому кто где смотрит. Всем пока.